самого раннего возраста Генри Форд проявлял необычайный интерес к механизмам. Выросший в небольшом городке Дирборн, штат Мичиган, он неизменно привлекался к любым техническим устройствам, которые могли бы двигаться. Его родители, простые фермеры, заметили это увлечение, когда Генри в возрасте всего лишь 9 лет разобрал старую паровую машину, чтобы понять, как она работает. Это был лишь первый шаг в его вечном стремлении к инновациям. Когда Генри достиг подросткового возраста, он начал работать на местной ферме. Однако его сердце принадлежало механике. В 16 лет он ушел из дома, чтобы стать учеником механика в Детройте. Именно там он впервые столкнулся с настоящими автомобилями и узнал, как они устроены изнутри. Работая в мастерской, он не только научился чинить машины, но и начал разрабатывать свои собственные идеи. Генри мечтал создать автомобиль, который был бы доступен каждому, и его видение уже тогда отличалось от традиционного подхода. В 18 лет он вернулся домой и начал работать на семейной ферме, но мысли о машинах не покидали его. Под влиянием новых технологий и собственных идей он построил свой первый бензиновый двигатель на основе технологий, который использовал для своих экспериментов в Детройте. Это было время, когда автомобили еще не стали массовым явлением, и Генри стал четко осознавать, что именно в этом направлении ему нужно двигаться. В 11-й год своего существования он принял участие в гонке на автомобиле, который собрал самостоятельно. Это стало настоящим испытанием для молодого механика. Генри не только преодолел все трудности, но и установил новый рекорд времени, что сделало его известным в округе. Эта победа укрепила его уверенность в собственных силах и подтолкнула к мысли о создании собственного автомобиля. В конце 19 века Генри Форду удалось привлечь внимание инвесторов, и его первый автомобиль, модель А, появился на свет. Хотя первоначальная модель не была успешной, она стала важной вехой в его карьере. Генри не останавливался на достигнутом. Он продолжал модифицировать автомобили, стремясь сделать их более простыми и доступными. Эти ранние годы в жизни Генри Форда стали основой для его будущих свершений. Его настойчивость и страсть к механике привели к созданию автомобилей, которые изменили не только транспорт, но и всю индустрию. Из простого мальчика, мечтающего о машинах, он стал одним из самых влиятельных изобретателей своего времени. В дальнейшем его идеи и достижения кардинально изменят мир автомобилестроения, но об этом чуть позже. Генри Форд родился в 1886 году в семье бедных фермеров. С ранних лет его окружала природа и механизмы, которые восполняли его дни. Отец прививал ему навыки работы с машинами, но в то время, когда большинство его сверстников интересовались сельским хозяйством, Генри был одержим мечтой об автомобилях. Его первое серьезное знакомство с техникой произошло, когда он разобрал старую паровую машину, оставшуюся от его отца. Этот опыт стал ключевым в его понимании принципов работы механизмов. Несмотря на то, что жизнь на ферме была трудной, Генри стремился к знаниям и пониманию технологий. В подростковом возрасте, в возрасте 16 лет, он покинул родные края и отправился в Детройт, чтобы стать учеником механика. Именно в этом индустриальном городе он впервые увидел автомобили в действии. В мастерской он не только научился чинить машины, но и стал разрабатывать свои собственные идеи. С каждым днем его увлечение механикой только возрастало. Он мечтал создать автомобиль, который стал бы доступен каждому, что было совершенно новым подходом для того времени. Когда Генри вернулся домой, он не оставил свои мечты. Он использовал свои знания, чтобы построить первый бензиновый двигатель, который стал его личным проектом. Это была смелая попытка в эпоху, когда автомобили только начинали завоевывать популярность. Генри стремился к совершенству и не останавливался на достигнутом. В 11-й год своего существования он принял участие в гонке на собственноручно собранном автомобиле, что стало его первой серьезной проверкой. Победа в этом соревновании не только укрепила его уверенность, но и привлекла внимание местных жителей, заинтересованных его талантом. Достигнув успеха в гонках, Генри начал привлекать инвесторов, готовых вложить деньги в его идеи. В 1899 году он основал свою первую компанию по производству автомобилей, а вскоре выпустил свою первую модель – модель А. Хотя она не стала коммерчески успешной, этот проект открыл двери к будущим возможностям. Генри продолжал экспериментировать и искать новые пути для создания более доступных автомобилей. В процессе работы над новыми моделями он опирался на свои ранние исследования и понимание механики. Параллельно с разработкой автомобилей он изучал экономические аспекты производства, что помогло ему сформировать уникальные идеи для будущего бизнеса. Он не боялся провалов и воспринимал каждую неудачу как возможность научиться чему-то новому. Эти ранние шаги в мире автомобилестроения стали основой для его будущих достижений и определили его подход к бизнесу. С каждым новым проектом Генри Форд становился все более уверенным в своих способностях. Его преданность делу и стремление к инновациям не просто выделяли его на фоне других механиков, но и создали фундамент для революции в автомобилестроении. В последующие годы его идеи и достижения изменят не только транспорт, но и всю индустрию.
Генри Форду суждено было стать не просто механиком, а настоящим гением, который изменил мир. Шаг за шагом он приближался к своей мечте о создании автомобиля, доступного каждому, и уже вскоре начнет работать над системой, которая станет настоящим прорывом в производстве автомобилей. С созданием модели Т Генри Форд положил начало автомобильной революции, которая коренным образом изменила представление о транспорте. Ланчи, которые он разработал, стали символом нового времени, когда автомобили перестали быть роскошью и стали доступными широким слоям населения. Модель Т была представлена в 1908 году, и вскоре ее производственные объемы стали поразительными. Форд мечтал, чтобы каждый американец смог позволить себе автомобиль, и его мечта начала воплощаться в реальность. Автомобиль имел простую конструкцию, что делало его легким в обслуживании. Простота позволила многим людям без особых навыков самостоятельно заботиться о своем железном друге. Модель Т была не только доступной, но и надежной, что способствовало ее популярности. В первые годы производства она завоевала сердца миллионов и стала символом американской мечты. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Генри внедрил инновационные методы производства. В 1912 году он представил конвейерную линию, которая позволила значительно ускорить процесс сборки. Вместо того, чтобы собирать автомобиль вручную, рабочие могли выполнять одну и ту же операцию за короткое время. Это открытие произвело настоящую революцию в производстве, снизив стоимость автомобилей и сделав их доступными для более широкой аудитории. Конвейерная система привела к тому, что в 1913 году Ford Motor Company смогла производить больше автомобилей, чем все другие компании вместе взятые. В результате стоимость модели Т снизилась до $400, что значительно увеличило количество покупателей. Это изменение в производстве не только дало толчок автомобилестроению, но и повлияло на экономику всей страны. Модель Т стала не просто автомобилем, а настоящим культурным феноменом. Она изменила образ жизни американцев, дав возможность путешествовать, исследовать новые места и создавать новые связи. Люди больше не зависели от общественного транспорта и могли сами управлять своим временем и маршрутом. Дороги, которые когда-то были лишь тропами, начали активно развиваться благодаря увеличению числа автомобилей на них. Форд понимал, что его изобретение изменило не только транспорт, но и саму суть американской культуры. Он активно рекламировал модель Т, подчеркивая ее доступность и надежность. Вскоре автомобиль стал символом индивидуальности и свободы, отражая дух времени. Однако успех не пришел без жертв. Конкуренция на рынке автомобилей росла, что заставляло Генри постоянно улучшать свои модели и предлагать покупателям что-то новое. Тем не менее, модель Т была не только успешной с коммерческой точки зрения, но и стала основой для разработки новых технологических решений. Генри Форду удалось создать не просто массовый продукт, а целый класс автомобилей, который должен был привести к дальнейшим инновациям в индустрии. На фоне этой революции Форд задумывался о дальнейшем развитии, и в его голове уже зрели новые идеи, которые продолжали осваивать горизонты автомобилестроения. С внедрением конвейерной системы Генри Форд перевернул представление о производстве. Его инновационный подход позволил значительно ускорить процесс сборки автомобилей, и это было настоящим открытием для индустрии. Вместо того, чтобы полагаться на ручной труд, где каждый рабочий выполнял множество различных операций, Ford организовал потоковое производство, где каждый рабочий специализировался на одной задаче. Это не только увеличивало скорость сборки, но и уменьшало вероятность ошибок. В 1912 году на заводе Ford Motor Company была представлена первая конвейерная линия, которая кардинально изменила производственный процесс. Автомобили начали собираться с поразительной скоростью. Вместо нескольких дней, чтобы собрать один автомобиль, теперь на это уходило всего несколько часов. Эта революция в производстве позволила снизить стоимость модели Т, что в свою очередь сделало автомобили доступными для большинства американцев. Неудивительно, что в 1913 году Ford Motor Company стала лидером по производству автомобилей, выпуская больше машин, чем все остальные компании вместе взятые. Стоимость модели Т снизилась до $400, что сыграло ключевую роль в увеличении объемов продаж. Американцы начали массово покупать автомобили, и модель Т быстро завоевала популярность. Каждая новая партия автомобилей вызывала восторг и ожидания, а дилеры не успевали удовлетворять растущий спрос. Конвейерная система не только изменила производственные процессы, но и оказала значительное влияние на экономику. Появление новых рабочих мест на заводах Форда привело к росту доходов, и многие семьи смогли позволить себе купить автомобиль. Это стало основой для нового социального класса, который мог путешествовать и исследовать страну. Увеличение числа автомобилей на дорогах также привело к росту инфраструктуры. Дороги стали расширяться и улучшаться, что сделало путешествия более удобными. Однако, с ростом популярности модели Т пришла и жесткая конкуренция. Другие производители начали следовать примеру Форда, что заставляло его постоянно улучшать свой продукт и предлагать покупателям новые решения. Генри не останавливался на достигнутом, и его идеи продолжали развиваться.
Конвейерная система открыла перед ним новые горизонты, и он задумался о других инновациях, которые могли бы изменить не только автомобили, но и саму индустрию. К тому времени, когда конвейерная система вошла в полное действие, Генри Форд уже задумывался о дальнейших улучшениях. Он понимал, что для поддержания лидерства необходимо двигаться вперед. Конвейер стал не просто инструментом, а символом революции в производстве, который изменил подход к созданию автомобилей. Эффективность и скорость стали главными приоритетами, и Форд не собирался останавливаться на достигнутом. Его стремление к инновациям и новым достижениям продолжало вдохновлять не только его команду, но и всю индустрию. Скоро Генри задумался о том, как его идеи могут повлиять не только на транспорт, но и на общество в целом. Он уже начал осознавать, что его изобретения могут затронуть гораздо больше, чем просто автомобили. Интересные изменения приближались, и Форд готовился к следующему шагу в своей карьере и жизни. С появлением доступного автомобиля жизнь американцев начала меняться стремительными темпами. Генри Форд понимал, что его изобретение значительно повлияет на общество, и его предсказания оказались верными. С моделью Т люди получили возможность не только перемещаться, но и открывать для себя новые горизонты. Автомобиль перестал быть символом роскоши. Он стал частью повседневной жизни, что изменило не только привычки, но и саму структуру общества. Сначала автомобили позволили людям покидать свои дома и исследовать окрестности, что способствовало формированию новых общин и сообществ. Дороги, которые когда-то были лишь местами для передвижения, начали обрастать магазинами, ресторанами и другими бизнесами, создавая новые возможности для предпринимательства. Граждане начали путешествовать на большие расстояния, что способствовало обмену культурой и идеями между различными регионами страны. Генри Форд не просто создал автомобиль, он стал катализатором социальных изменений, которые повлияли на образ жизни миллионов. Вместе с ростом популярности автомобилей увеличивалось и число рабочих мест на заводах Форда. Появление конвейерной системы позволило создавать автомобили быстрее и дешевле, что в свою очередь дало возможность многим людям начать работать в этой новой и стремительно развивающейся отрасли. Рабочие получали стабильные доходы, что позволяло им улучшать качество жизни своих семей. Таким образом, Генри стал пионером не только в производстве автомобилей, но и в создании рабочего класса, который мог себе позволить более комфортную жизнь. Однако влияние Форда не ограничивалось лишь экономическими изменениями. Он также начал развивать идеи о том, как автомобили могут улучшить саму суть жизни. Многие его работники получали возможность покупать автомобили, что дало им чувство свободы и независимости. Это была настоящая революция в общественном сознании. Люди стали чувствовать себя владельцами своей судьбы. Они могли путешествовать, исследовать новые места и знакомиться с новыми людьми без ограничений, которые ранее накладывала жизнь в небольших городках и деревнях. Форд активно поддерживал идею о том, что автомобиль способен объединять людей. Он понимал, что новые технологии могут не только облегчить жизнь, но и служить целям социальной справедливости. В его планах было создание доступного транспорта, который мог бы изменить жизнь не только состоятельных граждан, но и простых рабочих. Генри верил, что каждый человек должен иметь возможность перемещаться, что способствовало бы укреплению связей между людьми и регионами. Стремление Форда к улучшению условий жизни народа не прошло незамеченным. Его подход к производству автомобилей и идеям о социальной справедливости привлекал внимание многих. Генри стал символом нового подхода к бизнесу, где прибыль и общественное благо шли рука об руку. Он не боялся внедрять инновации, и его идеи становились основой для дальнейших изменений. Каждый новый проект создавал возможности не только для бизнеса, но и для развития самого общества. Генри Форд начал осознавать, что его достижения касаются не только автомобилей. Ему было важно, чтобы его изобретения приносили пользу людям в разных аспектах их жизни. Он понимал, что его влияние стало гораздо шире, чем он когда-либо мог себе представить. Это осознание подтолкнуло его к новым идеям, которые вскоре начнут углубляться в социальные и политические аспекты жизни общества. Уже скоро Генри Форд будет готов к следующему шагу, который откроет новые горизонты для его идей. Он продолжал развивать концепции, которые давали жизнь не только автомобилям, но и целым изменениям в обществе. Его процесс идет в ногу со временем, и каждое новое начинание подчеркивало его стремление использовать изобретательность для улучшения жизни людей. Генри Форд, величайший изобретатель и промышленник, не только изменил мир автомобилестроения, но и столкнулся с личными противоречиями, которые часто overshadowed его гениальные достижения. Его жизнь и карьера были полны противоречий, которые иногда ставили под сомнение его моральные ценности и подход к бизнесу. Несмотря на великолепные успехи, его личные отношения и общественные взгляды нередко вызывали критику. Форд был не только гением, но и сложным человеком, который умел создавать лишь благодаря своим идеям. В личной жизни он не всегда мог найти баланс между работой и семьей. Его жена, Клара, часто оставалась в тени его успехов, но именно она была опорой Генри на протяжении всей жизни.
Клара не раз говорила о том, как трудно было быть женой столь амбициозного человека, который целиком погружался в свои проекты и идеи. Он работал по 18 часов в сутки, оставляя мало времени для общения с семьей. Несмотря на свои недостатки как мужа, Форд всегда проявлял заботу о своих близких. Он обеспечивал семью и стремился создать идеальный мир для своих детей. Однако его строгие методы воспитания вызывали споры. Генри был известен тем, что не терпел ошибок и ожидал от своих детей высокой производительности. Это создавало напряжение в семье, где успех родителей стал бременем для детей. На фоне таких личных конфликтов Форд также вызывал много вопросов своим отношением к рабочим. Несмотря на значительное повышение заработной платы своих сотрудников, он также был известен своей жесткой позицией по отношению к профсоюзам. В 1915 году он отказался признать профсоюз работников на своем заводе, что привело к массовым протестам и жестокой репрессии. Это решение стало причиной массовых забастовок и критики со стороны общественности. Многие считали, что Форд, несмотря на свои достижения в области производства, не проявляет должного уважения к своим работникам. Еще одной темой, вызывавшей споры, была его идеология. Генри часто высказывал опасные и спорные мнения о евгенике и расовой чистоте, что также ставило его под удар. Его публикации в 20-х годах, в которых он делал упор на идеи о расовой и национальной исключительности, вызывали возмущение. Это высказывание не только повлияло на его репутацию, но также стало причиной раскола между ним и многими его сторонниками. Несмотря на все противоречия, Генри Форду удалось создать империи, которые изменили мир. Его преданность делу и стремление к инновациям позволили ему преодолевать кризисы и продолжать развивать автомобильную промышленность. Его личные недостатки и тые спорные взгляды не могли затмить тот вклад, который он внес в общество и экономику. Таким образом, личная жизнь Генри Форда была полна противоречий, которые оставили след на его репутации. Он был не только изобретателем, но и человеком, чьи идеи о мире и обществе вызывали много споров. Тем не менее, его наследие в автомобильной индустрии остается непреложным, и он продолжит вдохновлять будущие поколения изобретателей и предпринимателей. Направляясь дальше, он будет исследовать новые горизонты, влияя на жизнь миллионов. Генри Форд не только изменил мир автомобилестроения, но и сформировал взгляды, которые оказали влияние на общество и политику начала 20 века. Его идеология и мнения по многим вопросам вызывали активные споры. Он считал, что автомобили способны соединять людей и улучшать общественную жизнь. В его представлении автомобиль стал символом свободы, что согласовывалось с его стремлением сделать транспорт доступным для всех. Эта идея легла в основу его подхода к производству и продажам, но вместе с тем она также повлияла на его политические взгляды. Форд был убежден, что промышленность должна служить обществу. Он пропагандировал идеи о том, что богатство, полученное от бизнеса, должно возвращаться в общество. Это проявлялось в его политических взглядах, когда Генри поддерживал развитие социальной инфраструктуры и улучшение условий труда. Он выступал за высокую зарплату для своих работников, что стало уникальной особенностью его компании. В 1912 году он ввел 8-часовой рабочий день и повысил заработную плату своих сотрудников до $5 в день, что на тот момент было значительно выше стандартной ставки. Это решение сделало его завод одним из самых привлекательных мест для работы, но также вызвало много критики. Однако, несмотря на свои благие намерения, Форд часто сталкивался с противоречиями. В то время как он стремился улучшить жизнь рабочих, он проявлял жесткость по отношению к профсоюзам. В 1915 году он отказался признавать профсоюз на своем заводе, что спровоцировало массовые протесты и забастовки на фоне его репутации как защитника работников. Это привело к жестким репрессиям, что подорвало его образ как человека, заботящегося о своих трудящихся. Форд также высказывался по вопросам, касающимся расовой и социальной политики, что добавляло противоречивости его взглядам. В 20-е годы он начал публиковать статьи, в которых поддерживал идеи евгеники и расовой чистоты. Эти мнения вызвали общественное возмущение и повлияли на его репутацию. Многие его сторонники начали дистанцироваться от него, считая такие идеи опасными. Тем не менее, он продолжал отстаивать свои взгляды, что приводило к еще большему расколу между ним и общественностью. Несмотря на критику, Генри Форд продолжал развивать свои идеи и бизнес. Он активно инвестировал в новые технологии и методы производства, стремясь сделать автомобили еще доступнее. Его компании продолжали расти, и он оставался лидером в автомобилестроении, невзирая на личные и общественные споры вокруг его личности. Это противоречие между его успехом как предпринимателя и его спорными взглядами создавали сложный образ человека, который не только изменил мир, но и столкнулся с критикой за свои убеждения. Форд также активно участвовал в политике, поддерживая различные инициативы, которые касались социальной справедливости и улучшения условий жизни. Его стремление изменить общество через технологии и бизнес продолжало вдохновлять многих, однако его взгляды иногда шли вразрез с прогрессивными идеями своего времени.
Их противоречивые аспекты оставили заметный след на его наследии и на восприятии его личности в истории. Таким образом, взгляды Генри Форда на жизнь и общество были полны противоречий. Он был не только выдающимся изобретателем, но и сложным человеком, чьи идеи о мире и обществе вызывали много споров. Форд сумел создать автомобильную империю, изменившую жизнь миллионов, но его идеология и личные убеждения привели к критике, которая по сей день вызывает интерес у исследователей его жизни и наследия. Продолжая свой путь в мир новых открытий и внедрения технологий, Генри Форд оставил значимый след как в автомобилестроении, так и в социальной политике своего времени. Наследие Генри Форда – это не просто достижение в автомобилестроении, но и целая эпоха, повлиявшая на мир в значительной степени. Его идеи о массовом производстве не только изменили автомобильную промышленность, но и стали основой для других отраслей. Инновации Форда, такие как конвейерное производство, внедрили стандарты, которые до сих пор используются во многих сферах. Его подход, где скорость и эффективность стали приоритетом, сформировал новую парадигму для фабричного производства. К примеру, в 1912 году он первым внедрил концепцию потокового производства на своих заводах, что обеспечило стабильный выход автомобилей. Этот метод позволил значительно сократить время сборки и снизить стоимость конечного продукта, что, в свою очередь, сделало автомобили доступными для широкой аудитории. Форд понимал, что его автомобиль должен стать не просто средством передвижения, а важной частью жизни. Модель Т не только помогла миллионам американцев получить свободу передвижения, но и изменила саму структуру общества. Люди начали путешествовать на значительные расстояния, исследуя страну и открывая новые горизонты. Дороги, которые когда-то служили лишь местами для передвижения, начали обрастать магазинами, ресторанами и сервисами, создавая новые возможности для бизнеса и общения. В этом контексте Форду удалось не только изменить транспорт, но и внести вклад в изменение облика всей страны. Однако его наследие выходит за рамки лишь автомобилизации. Генри Форду удалось создать рабочие места для тысяч людей. Он не только обеспечил высокую заработную плату, но и внедрил новые условия труда, такие как 8-часовой рабочий день. В 1912 году он стал одним из первых, кто начал платить своим работникам $5 в день, что было гораздо выше, чем в среднем по стране. Это решение не только улучшило условия жизни рабочих, но и стало важным моментом в истории трудовых отношений в Соединенных Штатах. Однако его отношение к профсоюзам и рабочему движению вызывало много споров, что также стало частью его наследия. Форд также оказался фигурой противоречивой в общественной жизни. Его работы и взгляды по многим вопросам становились объектом критики. В 20-е годы он издавал публикации, в которых поддерживал идеи, связанные с евгеникой и расовой чистотой. Эти взгляды вызвали общественное возмущение и наносят удар по его репутации, несмотря на то, что он продолжал оставаться в центре общественного внимания. Генри Форду не удавалось избежать критики, но это не уменьшало его влияние на последующие поколения. Наследие Форда продолжает жить и по сей день. Многие современные производственные методы и идеи о массовом производстве берут начало именно из его опыта. Влияние Форда ощущается не только в автомобилестроении, но и в других отраслях, где массовое производство стало нормой. В конечном итоге его идеи о доступности и инновациях создают платформу для будущих изобретателей и предпринимателей. Его имя стало синонимом прогресса и изменения, а его достижения стали основой для новой эры в промышленности. Глядя на наследие Генри Форда, можно с уверенностью сказать, что его влияние на мир невозможно переоценить. Он стал символом эпохи, которая изменила представление о транспорте и производстве. Его идеи и подходы продолжают вдохновлять новые поколения, а его жизненный путь остается примером стремления к инновациям и улучшению жизни людей. Форд оставил неизгладимый след в истории, и его наследие продолжает жить, формируя будущее автомобильной индустрии и общества в целом. Генри Форду удавалось не просто создать автомобили, но и изменить саму суть жизни миллионов людей по всему миру. Наследие Генри Форда не ограничивается лишь его вкладами в автомобилестроение. Он стал основоположником целой эпохи, которая повлияла на жизнь миллионов людей. Его основные идеи, такие как массовое производство и доступность автомобилей, не только изменили транспортный сектор, но и оказали глубокое воздействие на другие отрасли. В 1912 году Форд внедрил конвейерную линию на своих заводах, которая стала знаковым моментом в истории производства. Эта система позволила значительно ускорить процесс сборки машин, сократив его до нескольких часов вместо нескольких дней. Это новаторство открыло двери для массового производства, сделав автомобили доступными для широкой аудитории и изменив саму структуру рынка. Модель Т, выпущенная в 1908 году, символизировала новую эру. Она не только облегчила жизнь автомобилистов, но и способствовала изменению общественного поведения. Американцы получили возможность путешествовать на значительные расстояния, что способствовало формированию новых сообществ и бизнесов вдоль дорог. Дороги стали местом не просто для передвижения, а центрами социальной активности.
Магазины, рестораны и сервисы начали появляться, создавая новые рабочие места и возможности. Форд также оказал значительное влияние на рабочий класс. Его решение о введении 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы до $5 в день в 1912 году стало революционным шагом. Это решение привлекло тысячи работников, которые искали стабильную работу с хорошими условиями. Такой подход сделал его завод одним из самых желанных мест для трудоустройства. Работники могли не только обеспечить свои семьи, но и повысить уровень жизни, что стало основой для нового социального класса. Но влияние Форда не ограничивалось лишь экономикой. Он понимал, что его автомобили могут улучшить жизнь людей. Автомобили стали символом свободы, позволяя людям исследовать новые места и расширять свои горизонты. Люди начали больше путешествовать, что также способствовало обмену культурой и идеями между различными регионами. Это влияние стало важной частью формирования американской идентичности в начале 20 века. Однако наследие Генри Форда не обошлось без противоречий. Его жесткая позиция по отношению к профсоюзам и работникам вызывала критику. В 1915 году он отказался признать профсоюз на своем заводе, что привело к массовым протестам и забастовкам. Это решение стало причиной растерянности среди его работников и негативно сказалось на его репутации. Несмотря на все эти трудности, Форд продолжал внедрять инновации и развивать свои идеи. В 20-е годы его взгляды на общественные вопросы также вызывали споры. Генри поддерживал идеи о расовой чистоте и Евгении, что привело к негативной реакции общественности. Несмотря на это, его успехи в производстве и бизнесе оставались значительными. Он продолжал оставаться влиятельной фигурой, даже когда его идеи подвергались критике. Тем не менее, его наследие продолжает жить и вдохновлять новые поколения. Многие современные производственные методы и идеи о массовом производстве берут начало именно из его опыта. Влияние Форда ощущается не только в автомобилестроении, но и в других отраслях, где массовое производство стало нормой. Его имя стало синонимом прогресса и изменения, а его достижения стали основой для новой эры в промышленности. Обобщая, можно сказать, что Генри Форд оставил неизгладимый след в истории, и его идеи продолжают формировать будущее автомобилестроения и общество в целом.